that time for us to say the will. Run DMC and Jam Master Jay. Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Run DMC, которые по праву считаются застрельщиками современной рэп-культуры. В 80-е годы это была самая известная хип-хоп-группа, которой удалось направить подводное течение звуков гетто в мейнстрим движение. А в самом начале 2004-го наиболее авторитетное музыкальное издание того времени, Rolling Stone, присвоило этим ребятам 48-е место в рейтинге величайших исполнителей 20 века. Группу основали в 1983 году. К тому моменту хип-хоп выходил из андеграунда, но все еще оставался нишевой музыкой и был основан исключительно на диско и фанке. Будущие участники группы познакомились в парке в Квинс. Джем Мастер Джей или Джейсон Уильям Майзел к тому времени был завсегдатаем местных диджейских тусовок. Они приносили в парк свои вертушки и микшеры и играли, а молодые МС могли что-то начитать под их музыку. При этом Джей был одним из лидеров тусовки и был очень заметным музыкантом благодаря своему наряду. Он носил кроссовки Adidas без шнурков, черную шляпу, кожаную куртку и гигантскую цепь на шее. Как-то в парк пришли Дэрил МакДэниелс и Джозеф Симмонс. Они пришли, чтобы сыграть в баскетбол, и встретили на площадке Джем Мастер Джея. Вместе они договорились встретиться вечером того же дня и попробовать уже что-то музыкальное. Ребята произвели впечатление друг на друга и решили записаться вместе. Джозеф Симмонс, будучи подростком, благодаря своему старшему брату Расселу, получил долгожданное место диджея у знаменитого местного рэп-исполнителя Кертиса Блоу. Возвращаясь домой, он постоянно давал слушать записи своих выступлений лучшему другу Дэрилу МакДэниелсу, которого впоследствии тоже пристрастил к рэпу. Первое детище ребят носило громкое и яркое название Orange Crush. Jam Master Jay, Run DMC. После окончания учебы, четко и окончательно определив свои творческие цели, трио изменило название на Run DMC. Перевод имени группы сводился к сложению сценических псевдонимов двух лидеров – Джозефа Симмонса Run и Дэрила МакДэниелса DMC. Рассел практически сразу взялся за раскрутку молодого проекта своего брата. После образования Ран настоял на том, чтобы вся группа одевалась как Джем Мастер Джей. Участники настолько полюбили стиль своего диджея, что впоследствии посвятили песню кроссовкам Adidas Superstar. Забегая вперед, нужно сказать, что после выхода песни случился крупный скачок продаж кроссовок. Это привело к тому, что группа подпишет договор с брендом спортивной одежды, а Adidas сформирует долгосрочные отношения с Run DMC и вообще хип-хопом. Ну а тогда еще в 1984 году ребята выпустили одноименный дебютный альбом. Его главная фишка – почти полный отказ от диска и фанка, на котором был основан олдскульный хип-хоп. Джем Мастер Джей отвечал за музыку, он оставил только небольшие сэмплы и ритм с элементами скретча, под который DMC и Run зачитывали тексты. Особняком стоял трек «Rock Box», использовавший глэм-роковый риф. Идея была не нова, но здесь риф был мощнее и больше бросался в глаза, поэтому стал чуть ли не основополагающим в жанре рэп-рок. Главная вещь с первого альбома – дебютный сингл. В качестве темы здесь мощный посыл. Все плохо, люди рождаются, чтобы умереть, зарплаты урезают, но ты молись и верь в лучшее, и будет тебе счастье. Таким образом, Run DMC не только открыли для хип-хопа новое звучание, но и популяризовали остро-социальную тематику. Пластинка стала абсолютным хитом, и к тому же альбом стал первым в истории хип-хопа золотым.
В 1985 году Run DMC выпускает второй альбом, который практически полностью копирует дебютный с той разницей, что видео на сингл «Король рока» показали на MTV. Так ребята стали пионерами черной музыки на этом канале. Клип мгновенно стал переломным для истории музыки хитом. Новый хип-хоп и рэп-рок окончательно ушли в массы. При этом в песне нет ни одного нецензурного слова. Кроме того, альбомы именно этой рэп-команды впервые снискали популярность у белых слушателей, что весьма показательно. Run DMC начали использовать в хип-хоп музыке электрогитары, что являло собой революционный подход для этого жанра. В это же время брат участника группы Рассел Симмонс познакомился с продюсером Beastie Boys Риком Рубином, который подключился к развитию группы. Тогда же они выступили на легендарном мероприятии Live Aid. Они почти закончили работу над следующим альбомом, но Рубин подумал, что в нем нужен элемент, который понравится и фанатам рока. Это подстегнуло появление ведущего сингла – кавер на классическую песню Aerosmith. Первоначальная цель заключалась в том, чтобы просто прочитать рэп поверх сэмпла песни, но Рубин и Джей настояли на том, чтобы сделать полную кавер-версию. Стивен Тайлер и Джо Перри из Aerosmith были приглашены присоединиться к Run DMC в студии, чтобы добавить вокал и соло-гитару. Песня и видео стали одними из самых больших хитов 80-х, и кроме того, это также возродило карьеру Aerosmith. Группа выпускает третий лонгплей, который становится первым мультиплатиновым альбомом в истории хип-хопа. В 1987 году за всю ту же пластинку их номинируют на Грэмми. Приз они не выиграли, но всем и так стало ясно, кто главный на хип-хоп сцене. Группа гастролировала после успеха альбома, но тур был омрачен насилием, особенно драками между соперничающими уличными бандами. Хотя тексты Run DMC были гневными, конфронтационными и агрессивными, они, как правило, осуждали преступность и невежество. Но СМИ начали обвинять группу в инцидентах. Следующая пластинка 1988 года стала началом затяжного падения группы. На смену авторской музыке пришло сэмплирование. Стиль чтения текстов изменился, но не помешал альбому разойтись миллионным тиражом. Но уже последующий альбом 90-го года лишь потянул группу вниз. И дело не в музыкальных качествах, просто в моду входят гангстра-рэперы NWA и очень активные и социально ответственные Public Enemy. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Не нашедшее себя в этих условиях, трио пустилось во все тяжкие. Пошатнувшись от первого вкуса неудач, у троицы стали обнаруживаться личные проблемы. МакДэниелс, который в последние годы много пил, терял контроль из-за алкоголизма. Джей попал в опасную для жизни автомобильную аварию и пережил 2 огнестрельных ранения. В 91-м Симмонс был обвинен в изнасиловании, однако позже обвинения были сняты. Из-за личного хаоса и профессиональной неопределенности участники обратились к вере, чтобы попытаться стабилизировать свою жизнь. И Симмонс и МакДэниелс присоединились к церкви,
а Ран стал особенно преданным из-за своих проблем с законом и финансовых потерь. Спустя 3 года одиночных скитаний ребята все-таки объединяются и записывают альбом, в котором поднимают именно христианские темы. После выхода последнего диска группа снова уходит из поля зрения своих поклонников и радаров СМИ. Теперь уже на долгие годы потекли слухи о их распаде. Or was he really clearly trying to play it out? Nope, shut him down. The king with the crown. 'Cause all you wanna be is Dickie down. В течение следующих нескольких лет группа почти не записывалась. Майзел продюсировал и наставлял начинающих и будущих артистов, в том числе Оникс и 50 Cent. Симмонс развелся, снова женился и начал сосредотачиваться на своих духовных и благотворительных усилиях, став преподобным. Но в 2001 году Run DMC вновь возвращаются в студию, выпускают успешный альбом и едут в тур с Aerosmith. Однако год спустя Jam Master Jay застреливают в студии при невыясненных обстоятельствах. Только в 2020 году Рональду Вашингтону и Карлу Джордану были предъявлены обвинения в убийстве Майзела. В обвинительном заключении утверждается, что Майзел недавно приобрел 10 килограммов кокаина у дистрибьютора из Мэриленда. Майзел, Вашингтон и Джордан заключили соглашение о продаже кокаина на условиях консигнации, но Майзел исключил 2 мужчин из сделки после спора. После смерти поклонники и друзья установили ему памятник возле студии с кроссовками Adidas, альбомами и цветами. Run и DMC сворачивают группу. Эта группа для меня как Битлз. Джем Джей был воплощением идеального диджея для группы. Он не стремился быть лучше своих МС, он был сердцем и душой этой группы и дирижировал, наверное, лучшим хип-хоп шоу в истории, сказал однажды Чак Ди из Public Enemy.